8 ноября в Баку прошли масштабные торжества, приуроченные к 5-й годовщине победы в Отечественной войне, как это принято говорить в Азербайджане. Центром событий стал военный парад на площади Азадлык, на котором присутствовали президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Турции Реджеп Таyyip Эрдоган и премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф. На трибуне также находились представители ряда стран, включая Словакию и Сербию, что придало мероприятию международный характер. В параде участвовали подразделения вооруженных сил Турции и Пакистана, а также элитные части азербайджанской армии. Для Азербайджана это стало одним из самых масштабных парадов за последние годы, символом военного триумфа, внешнеполитического единства и подтверждением укрепления стратегических альянсов. Речи лидеров во время церемонии отразили многослойную политическую логику происходящего. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул, что страна сумела отстоять свои национальные интересы и добиться восстановления исторической справедливости. В его выступлении вновь прозвучали мотивы, связанные не только с победой в Карабахе, но и с устремленностью к новому периоду мира. Президент Турции Реджеп Таyyip Эрдоган, в свою очередь, отметил смелость премьер-министра Армении Никола Пашиняна, подчеркнув, что видит в его действиях стремление к нормализации отношений и установлению прочного мира в регионе. Это заявление стало редким примером того, как турецкий лидер публично упомянул армянского премьера в положительном контексте, тем более в рамках события, посвященного азербайджанской победе. После победы веют ветры мира, и как Турция, мы этому рады. Мы проводим процесс нормализации с Арменией в координации с Азербайджаном, заявил Эрдоган. Такой тон выступления Эрдогана, несмотря на формальную символику парада, можно считать дипломатическим сигналом. Турция демонстрирует, что готова использовать свою роль союзника Азербайджана для продвижения собственных экономических и политических интересов на Южном Кавказе, играя роль посредника между сторонами и укрепляя позиции в региональной архитектуре безопасности. Анкара стремится закрепить за собой статус ключевого игрока, контролирующего транспортные коридоры, энергетические маршруты и влияние на процессы мирного урегулирования. Для Баку же парад и риторика вокруг него стали способом показать уверенность, внутреннюю консолидацию и военно-технический потенциал. Публичная демонстрация трофеев, участие иностранных контингентов и акцент на союзнических отношениях с Турцией и Пакистаном стали элементом не только национального праздника, но и внешнеполитического месседжа. Показательным стало и то, что накануне парада президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию НАТО. Алиев заявил, что азербайджанская армия переходит на стандарты НАТО. По его словам, Азербайджан тесно сотрудничает с Турцией в этом направлении, и процесс модернизации вооруженных сил страны будет продолжен. В Москве на происходящее отреагировали сдержанно, но показательно. Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил, что слова Алиева о переходе армии на стандарты НАТО не стали неожиданностью, поскольку фактически Азербайджан уже давно движется в этом направлении через тесное сотрудничество с Турцией. По его словам, Баку и Анкара имеют практически общую армию и командование, а потому говорить о внезапности этого курса нет оснований. В российском политическом дискурсе усиливается понимание того, что Азербайджан выстраивает военную политику независимо от интересов Москвы, концентрируясь на интеграции с турецкими и натовскими структурами. Таким образом, реакция России указывает на постепенное осознание новой реальности. Азербайджан и Турция формируют региональный военно-политический альянс, который все меньше зависит от Москвы. Для России это тревожный сигнал, особенно в контексте снижения ее влияния на Южном Кавказе после 2020 года. Случайно или нет, но на фоне азербайджанских торжеств премьер-министр Армении Никол Пашинян представил новую разработку – роботизированные комплексы, известные как роботы-волки. Они способны понимать команды на армянском языке и выполнять вспомогательные задачи в армии. Армения недавно приобрела эти китайские комплексы, используемые для логистики и поддержки пехоты, о которых ранее не упоминалось.
Машины могут действовать в составе роя под управлением искусственного интеллекта, сопровождать солдат и перевозить боеприпасы. Их внедрение отражает стремление армянских вооруженных сил идти в ногу с мировыми тенденциями, делая ставку на автоматизацию и интеграцию искусственного интеллекта в военные процессы. Кроме того, накануне премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян заявил на своей странице в Facebook, что в результате делимитации границы между Арменией и Азербайджаном Арцвашин и другие оккупированные суверенные территории Республики Армения должны быть возвращены. Подобные инициативы показывают, что Ереван стремится компенсировать дисбаланс в ресурсах за счет инноваций и дипломатии. В то время как Азербайджан делает акцент на союзах и традиционной военной мощи, Армения все больше обращает внимание на технологическую сторону обороны. Это может стать важным фактором для будущего. Даже ограниченные по масштабу технологии, если они эффективны, способны изменить характер боя в условиях горного рельефа и ограниченных ресурсов. На более широком геополитическом уровне Южный Кавказ становится ареной пересечения интересов крупных держав. США, Китай и Россия ведут собственную игру, каждая со своей стратегией и целями. Вашингтон стремится закрепить влияние через поддержку демократических и институциональных реформ. Китай усиливает экономическое присутствие, а Россия пытается сохранить хотя бы частичный контроль через военные и политические рычаги. Однако слабым звеном остается именно Москва. Ее возможности сокращаются, а влияние на региональные процессы снижается, особенно после ослабления позиций ОДКБ и снижения доверия со стороны союзников. Для Армении это создает двойственную ситуацию. С одной стороны, остаются глубокие связи с Россией, включая зависимость от ее инфраструктуры и рынка. С другой, растет понимание необходимости выстраивания новой многовекторной политики. Тем не менее, политическая инерция, страх перед рисками и недостаточная аналитическая готовность властей сдерживают процесс реальной переориентации. Премьер-министр Никол Пашинян делает акцент на внутренней реформе армии и осторожных шагах к нормализации с Турцией и Азербайджаном. Однако оппозиция обвиняет его в чрезмерных уступках и потере суверенного контроля над процессами. В этих условиях ключевыми фигурами региональной сцены становятся именно лидеры, способные соединять военные успехи с политическим расчетом. Ильхам Алиев укрепляет свой имидж архитектора победы и строителя новой системы альянсов. Реджеп Таyyip Эрдоган закрепляет роль Турции как неформального гаранта влияния на Южном Кавказе. Никол Пашинян пытается найти баланс между требованиями внутренней стабильности, международным давлением и необходимостью модернизации. На этом фоне будущее региона во многом будет зависеть от способности этих трех лидеров найти формулу компромисса. Если политическая воля и экономические интересы возобладают над историческими противоречиями и страхами, Южный Кавказ может стать зоной мирного взаимодействия, энергетического сотрудничества и технологического роста. Сегодня Южный Кавказ балансирует между прошлым и будущим, между памятью о войне и возможностью стабильного мира, между демонстрацией силы и поиском прагматизма. На фоне глобальной нестабильности, обострения противостояния США, Китая и России, именно здесь может формироваться новая модель, где успех будет зависеть не от оружия, а от способности политиков действовать с холодным расчетом, а не под влиянием эмоций. Пишите свое мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить самые важные и актуальные новости мира и Южного Кавказа.